Привет. Меня зовут Том. Я живу в Лондоне. Со мной вместе живет моя жена Анна. Мы женаты уже 2 года. Мы очень любим путешествовать. Каждый год мы ездим в отпуск. В этом году мы хотим поехать к морю. Мы хотим тепло, солнце и чистую воду. Сейчас октябрь. На улице холодно и дождливо. Однажды вечером мы сидели дома. Анна сказала: «Том, я хочу на море». Я ответил: «Я тоже». Я открыл ноутбук. Я начал искать варианты. Анна села рядом. Мы вместе смотрели на экран. Сначала мы думали о Греции. Греция — красивая страна. Там есть много островов. Там хорошие пляжи. Но сейчас была осень. В октябре в Греции прохладно. Море там уже холодное. Анна сказала: «Я не хочу холодное море». Я согласился. Мы продолжили искать. Потом я посмотрел на Египет. Я нашел город Хургада. Я показал Анне фотографии. На фото было синее море. На фото было яркое солнце. На фото были красивые пляжи. Анна посмотрела и улыбнулась. Она спросила: «А там сейчас тепло?» Я прочитал: в октябре в Хургаде плюс 28 градусов. Анна сказала: «Отлично, давай поедем туда». Хургада — это город в Египте. Он стоит на берегу Красного моря. Красное море очень чистое и теплое. Там хорошо плавать. Там много рыбы и кораллов. Анна очень любит плавать. Я тоже люблю море. Мы решили лететь в Хургаду. Теперь нам нужно было выбрать отель. Я открыл сайт и начал смотреть. Отелей было очень много. Некоторые были дешевые, некоторые были очень дорогие. Мы хотим хороший отель по хорошей цене. Я начал читать отзывы. Первый отель назывался «Голубая волна». Он стоил недорого. Но отзывы были плохие. Люди писали, что еда там невкусная. Люди писали, что номера маленькие и грязные. Я показал Анне отзывы. Она сказала: «Нет, туда я не хочу». Я продолжил искать. Второй отель назывался «Пальма». Он выглядел красиво. Там был большой бассейн. Там был свой пляж. Там был ресторан. Но я посмотрел на цену и присвистнул. Это было очень дорого. Анна спросила: «Сколько?» Я сказал цену. Она покачала головой. Мы решили искать дальше. Третий отель назывался «Морская звезда». Цена была нормальная. Я начал читать отзывы. Отзывы были хорошие. Люди писали, что еда вкусная. Люди писали, что персонал дружелюбный. Там был бассейн. Пляж был рядом. Я читал долго. Мне все нравилось. Я показал отель Анне. Она прочитала отзывы. Она посмотрела фотографии. Потом она сказала: «Том, мне нравится этот отель». Я ответил: «Мне тоже». Мы решили остановиться в «Морской звезде». Мы были довольны нашим выбором. Теперь нужно было купить билеты. Я открыл сайт авиакомпании. Я начал искать рейсы из Лондона в Хургаду. Лететь туда около 5 часов. Это не очень долго. Я смотрел разные даты и разные цены. Мы решили лететь в начале ноября. В ноябре в Хургаде еще тепло. В ноябре у нас обоих есть свободное время. Это удобно. Я нашел рейс на 3 ноября. Вылет был рано утром. В 6 часов утра. Я сказал Анне. Она сделала большие глаза. Она сказала: «В 6 утра?» Я засмеялся. Но билеты стоили дешево.
Мы решили взять этот рейс. Я посмотрел обратный рейс. Мы хотим отдыхать 10 дней. 10 дней – хорошее время. Я нашел рейс на 13 ноября. Тоже рано утром. Анна снова сказала: «Опять рано». Мы оба засмеялись. Но цена была хорошая. Мы согласились. Я нажал кнопку «Купить». Сайт попросил наши данные. Я написал наши имена. Я написал номера наших паспортов. Я выбрал места в самолете. Мы хотели сидеть рядом. Я выбрал 2 места у окна в начале салона. Потом я оплатил билеты банковской картой. Через минуту на почту пришло письмо. В письме были наши билеты. Затем я забронировал отель. Я написал наши имена, я выбрал даты. 3 ноября приезд, 13 ноября отъезд. 10 ночей. Я выбрал номер с видом на море. Анна очень хотела видеть море из окна. Это стоило немного дороже, но мы решили, что это того стоит. Я нажал кнопку «Забронировать». Снова пришло письмо. В письме было подтверждение. Там были наши имена, там были даты, там был номер бронирования. Я показал письмо Анне. Она прочитала и захлопала в ладоши. Она сказала: «Том, мы летим в Египет». Я улыбнулся. Я был очень рад. Я купил билеты, я забронировал отель, все было готово. Анна обняла меня. Она сказала: «Ты лучший». Я ответил: «Я знаю». Мы оба засмеялись. За окном шел дождь, было холодно, но мы уже думали о теплом море. Мы думали о солнце. Мы думали о Хургаде. До отпуска оставался 1 месяц. Мы не могли ждать. На следующий день я рассказал о поездке своему другу Марку. Марк спросил: «Египет? Здорово. Там сейчас тепло?» Я ответил: «Да, почти 30 градусов». Марк сказал: «Повезло вам». Он посмотрел в окно. На улице шел дождь. Марк вздохнул. Анна рассказала о поездке своей подруге Саре. Сара спросила: «В какой отель вы едете?» Анна ответила: «В «Морскую звезду». Там хорошие отзывы». Сара сказала: «О, я слышала про Хургаду. Там очень красиво». Анна улыбнулась. Она была очень рада. Вечером мы с Анной снова сели за компьютер. Мы читали про Хургаду. Там можно плавать с маской. Там можно смотреть на кораллы. Там можно кататься на лодке. Там можно ездить на экскурсии. Нам все это нравилось. Анна сказала: «Я хочу поехать на экскурсию». Я спросил: «Куда?» Она ответила: «В пирамиды». Пирамиды — это далеко от Хургады, но туда можно поехать на автобусе с группой. Мы решили подумать об этом позже. Сначала нужно было доехать до Египта. Мы также думали о деньгах. В Египте другая валюта. Она называется египетский фунт. Мы решили взять с собой немного наличных. В Хургаде есть банкоматы. Там тоже можно снять деньги. Мы взяли банковские карты. Это удобно. Анна спросила: «Что нам нужно взять с собой?» Я ответил: «Паспорта, билеты, деньги». Анна засмеялась. Она сказала: «Это понятно, я имею в виду одежду». Я тоже засмеялся. Мы решили собрать чемоданы позже. До отпуска еще было время. Я закрыл ноутбук. Мы были довольны. Билеты куплены, отель забронирован. Осталось только ждать. Анна сказала: «Ноябрь придет быстро». Я ответил: «Надеюсь». Мы улыбнулись друг другу. Впереди нас ждал теплый Египет.
Спасибо, что прочитали нашу историю. В следующей серии мы будем собирать чемоданы, выбирать одежду и думать о том, что мы возьмем с собой. А также мы немного понервничаем перед поездкой. Но это нормально. До встречи в следующей серии.